Мы проработали сухожильный шлем, прошлись, да? Где можно, мы сделали затылок, проработали. Что я не сказал? Височная часть мышцы. Можно и нужно поработать. То есть это у нас получается вот тут, над ухом. Опять же, ничего такого сложного. То есть мы прощупали напряжение, вот. Поработали, просто поразминали. Просто хочу напомнить, что здесь тоже мы работаем. Вот, порастягивали. Но они спазмируют, дают более височной области, да, когда спазмируют мышцы, да? Височные мышцы, это относится к перикраниальным мышцам. Те, которые мы обязательно должны проработать, чтобы убрать головную боль, напряжение. Да, да. Это та группа мышц, которые болят, они не болят, при пальпации болят, не болят. Мы прорабатываем всю эту группу, чтобы работать именно с головной болью. Да. Это все мышцы напряжения, мышцы стресса. Мы сжали зубы. Пожуйте. Какие у вас работают мышцы? Жевательные и височные. Все. Плюс зажался, злость. Всегда на себе, то есть возьмите и позлитесь. Вот представьте, вот вы злитесь, что у вас... Вы не будете злиться с расслабленной челюстью. Никогда. Вы будете злиться всегда только с напряженной челюстью. Да. Это жевательные и височные. Поработали с виском. У меня в основном, когда я работаю с головными болями, с психосоматикой, у меня пациент больше времени находится или на боку, или потом на спине. Объясню почему. Во-первых, когда он лежит на животе, ему некомфортно, особенно что касаемо психосоматики. То есть это как бы поза такая на незащищенности. То есть ты лежишь лицом вниз, что там с тобой делают, неизвестно. Когда человек на спине, ему спокойнее, это раз. Во-вторых, какие бы удобные кушетки не были, если он долго лежит, у него начинает неметь лицо, болеть лоб. Он пришел с головной болью, а начинает болеть, болели виски, тут еще и лоб болит. Поэтому даже те точки акупунктурные, которые мы будем ставить, все это подразумевает то, что пациент будет лежать на спине. На боку мы вот отработали. Что мы можем сделать, положив пациента на живот? Ложись на живот. Чей скребок, ребят, чтобы потом не забыли? Ложись. То, что здесь мне не нравилось, ограничение подвижности. Та же самая работа идет, как и с грудной клеткой. То есть я чувствую сюда, вот оно, видите, где отзывается кожа? А здесь, сейчас уже проработали лучше. Стоя, помните, да, здесь ограничение было? То есть я сделал вот это. Сделал. Я сделал, грубо говоря, поработал еще с лопаткой, если мне нужно. Практически я его положу на живот для того, чтобы отработать трапецию иглой. Потому что лежа на спине это будет немножко неудобно. Это лучше делать на животе. Опять же, ладно, до иглы мы еще дойдем. Ложись на спину, сейчас еще покажу. Просто иглой, когда головные боли, да, там у нас, помним, да, мы можем работать по методу сухой иглы, зашел, вышел, и оставить статично. Забегая вперед, с головной болью мы будем работать, трапецию я отработаю по методу сухой иглы. Если нужно, я по методу сухой иглы отработаю заднюю поверхность шеи и затылочные мышцы. Вот здесь точки прикрепления. Потом я его переверну, и минут на 20-30 я поставлю по психосоматике и общей седативной точке надолго. Понятно, нет? Надолго это на 40. 20-30 минут. Синхронизация наоборот. Что здесь еще можно сделать? Что я хотел вам показать? Подвигайся ближе ко мне. По-моему, на одном из семинаров я это показывал, но я уже не помню. Еще двигайся. Еще. Вот, да, все. Вот. Это уже в конце, когда я полностью все ему размял. Вот. Я расслабил его. Что я делаю? Те же самые методы часов, то есть я во всех направлениях смотрю, но уже с большим вектором. И смотрю, где еще я не доработал, не дотянул. Может, те мышцы, которые лежат глубже, которые тяжело достать. Это очень плавно, без всяких резких поворотов, без ничего. Я обязательно его предупрежу, что сейчас мы не будем ничего не хрустеть, ничего не делать. Я просто аккуратненько подвигаю вашей головой, чтобы посмотреть. И, допустим, вот сюда хорошо, сюда хуже. Я подставляю свою ногу, кладу руку на плечо и делаю небольшую растяжечку. Можно позаниматься пиром.
кто знает. Тоже в этом плане, вот сейчас это будет хорошая штука, когда вы уже все точки проработали, вот, сделать просто изометрическую. Поработал в эту сторону, расслабил, поработал в эту сторону. То есть, опять же, я работаю за счет ног. Мне все равно, какой массы пациент, какой он по счету у меня сегодня. Вот. Здесь рукой, опять же, прямой локоть, вот я уперся, все. Подвигал шею так. То есть во всех направлениях, как удобно. Многие говорят, точнее большинство говорят, а я не знал, что я так умею. Но опять же, это не сразу. Это тогда, когда вы уже все проработали, подготовили, это более глубокая такая работа. Капец. Ну, вообще понятно. Можно положить пальцы сюда и дополнительно еще пальцами прорабатывать. Опять же, это делаю неосознанно, просто сейчас подумал, что это нужно озвучить, чтобы вы понимали полностью, что происходит. Как ощущение? Космос. Ну и вот. Сан Саныч, ну это же еще как бы от человека зависит, насколько он готов расслабиться, да, и... Нет, ну естественно. То есть с каждым вот так не покрутишь ему голову. В идеале потому что не покрутишь. засунешь, ну. Поэтому сначала вы работаете с ним пальпаторно, то есть мануально, а потом уже это в конце, поэтому и показываю это в конце. В эту сторону немножко так осталось. Осталось. И все. Вот. Так, Зашлифует тогда. вот здесь, Угу. вот здесь. Что можно добавить? Я вам покажу на этой стороне. Если вот, нет, это в принципе рабочий нормальный момент. Он говорит, что-то осталось. Я тогда делаю вот так. Можно сделать так. Можно, чтобы за скребком не тянуться. Фасциально протянуть. То, что сейчас, то есть вы поняли, да, сейчас я это сделаю здесь. Опять же, смотрите, я могу его крутить сюда, сюда, сюда. Я ищу там, где оно не тянется. То есть это определенный вектор. Я голову не просто так вот это вот делаю, просто чтобы это было для красоты. Нет, в каждый этот момент я ищу, где оно движется хуже всего. История сразу. Оно? Не-не-не. Ну, вена на лбу вздулась от счастья. Чувствуешь зависть, Андрей? Да. Да, она и есть. Оно держит еще. И держит именно там, где со спины у него ограничение подвижности есть. Глубокая, да, может? Но здесь никаких резких движений. То есть все очень плавно, и вы чувствуете. Я тяну так, потому что я чувствую, что он тянется. И если оно не тянется, то вы не будете. Нет, я видел, Саныч делал так. На. Нет. Сейчас ты меня растянешь. Я с ним поработал, вы с ним поработали. То есть человек доверяет, он понимает процессы, которые происходят. Точно так же то, что мы делали, да? Я подал, видите, где палец у меня? Я ушел. Палец на месте. Точно так же с этой стороны. Расслабьте вдвоем. Расслабляем, расслабляем. Все, Андрей, голова год вперед болеть не будет. Вот чтобы таких моментов не было с руками, Да. Привязывай. Да, нет, да, да, да. пальцы в карманы или за резинку трусов. Потому что человек может неосознанно, Да, и он будет напрягаться. лежать. Нет, это, кстати, это все нюансы, которые работают в копилку. Он будет лежать, рука постоянно ему кажется, что он сползает. Вы думаете, да я уже час с ним борюсь, а он думает, блин, какая неудобная кушетка. И вот вы полчаса с ним возитесь, а он думает о кушетке, потому что у него отпадают руки. Вот сейчас они уже никуда не денутся, эти руки, все.
Каждый этот момент, он наработан у меня просто уже опытом. Что, как, вот, чтобы было проще, правильно укладка пациента. Все. Как сейчас? Мгм, отлично. Уже нет ощущения недоработанности. Ну, По-моему, Андрей увлекся еще. что еще можно сделать? Возвращайся на кушетку, так, чтобы голова легла. Ложись. Та же самая чистая остеопатия, да, когда вытяжение затылка. Затылок у нас лежит, вот мои пальцы. Вот. Я ловлю его выдох, сам выдыхаю и потихонечку начинаю делать движение. Да, на своем, да. Я выдохнул, потянул, остался в этом, вдох, опять выдох, опять потянул. Стараюсь вектор поймать такой, чтобы тянуть не затылок, не шею, а таз. То есть я иду через весь позвоночник. Часто, говорят, начинает хрустеть самопроизвольно. Это довольно-таки приятно, ничего здесь такого нет, насилия никакого нет. Но часто начинает прохрустывать поясничный отдел. То есть я вытягиваю полностью вытяжение отдела. Делать иногда и по-другому. Когда обматывают полотенце, говорят, выдыхай, он выдыхает, и тракция идет. Ну, это... Вот. Ноги причем вот так привязать. Понятно? Еще такое немножко там экзотика, не экзотика. Раньше оно называлось, сейчас немножко эта техника ушла, раньше это называлось правка на рушнике. Не слышали про такое? Ну, рушник это полотенце, да. На самом деле очень интересная штука. Нет, нет. Поднимай голову. Опускай. Что мы делаем? Ну, это вот эти славяне, которые съезжаются там через костер прыгают. У них называлась эта правка на рушнике. У кого, кто испанские техники. Я не знаю, откуда оно пошло, как бы. Чем-то похоже на палсинг с помощью вот этого. Смысл весь в чем? Я положил таким образом полотенце. Вот. Желательно что-то, чтобы оно немножко как закрывало. Просто работаем с тем, что есть. Даю небольшое вытяжение, вообще легкое. И начинаю делать такие маленькие колебательные движения. Я должен поймать резонанс такой, чтобы при моем минимальном вложении сил качалось максимально тело. В идеале это должна волна идти до ног. Постоянно я держу на вытяжении, но это вытяжение вообще, можно сказать, несуществующее. И вот потихонечку, вот смотрите, начали плечи работать. Если человека в этот момент не укачивает, но меня вот за все, сука, я делал, одну девчонку только, ну там свои были нюансы, там потом нужно было работать. Можно увеличить немножко амплитуду, раскачать, потом опять уйти. Видите, уже до колен дошло. Видно или нет? Короче, палсинг головы, да? Это палсинг всего тела, на самом деле. В идеале это должно, да. Вот. Можно добавить, и опять же, постоянно держу на вытяжении. Очень интересная мягкая техника. Что касаемо вообще правки всей спины. Вот. Навредить невозможно, приятно, необычно, многие засыпают. Засыпают, начинают подергиваться. Ну, это просто такая, как фишка. Вот, по времени у каждого, кто спросил, в глаза посмотрите. По времени индивидуально мне нужен отклик. Некоторых начинаешь, вот у него голова дергается, а дальше все как будто оно стянуто к кушетке ремнями. Мне коленки вон пошли. Вот коленки пошли. Но в идеале должны и стопы пойти. А вы увеличиваете вот это? Да, я постараюсь постоянно держать ее. То есть тело будет расслабляться, шея будет в этот момент вытягиваться, и мне приходится натяжение давать больше. Попробуйте, поэкспериментируйте. Очень интересная техника тоже, что касаемо таких тонких настроек, психосоматики, головных болей и всего. У Андрея мысль в голове. Саш, Позднее, чтобы понял. а Да. если, полотенце, вот оно, в принципе, вот такое должно быть? Вот представь, Оно не должно быть короткое, чтобы вы вот так вот над ним не стояли. Поэтому вот, можно такое, можно, банное такое, да, чтобы оно длинное. банное длинное полотенце и положить как в люльку голову, да. Потому что можно добавить, приподними, пожалуйста, голову. Девочки, лайфхак. Лучше всего этот палантин. Ну, можно, да.
Подними. Сейчас. Если у нас... Опускай голову. Для чего сделать побольше? Чтобы можно было сделать что? Можно было поделать вот так. Можно поделать это все вот так. Интересная техника, и она порой дает очень необычные результаты. То есть, чем больше у нас в копилке инструментов есть, не пошло то, дай-ка я попробую это. Не пошло то, дай попробую это. И вот таким образом мы прорабатываем. Можно добавить чуть-чуть, но ненадолго, потому что укачивать. Потом опять уйти в микроколебания такие. Натяжение держим постоянное, в том-то и дело. Если вы закроете глаза и попытаетесь поймать, вот, так будет быстрее. Но главное, чтобы вы сами не воткнули. Потому что часто бывает, что я чувствую, что, что-то долго уже происходит. Вот, тот храпит, я храплю, то есть все ушли в нирвану, вернемся не скоро. Такое, может быть. Как ощущение? Работать я больше не хочу. Вот. Конечно, в таком случае идеально, чтобы пациент еще немножко поспал. Не прогонять его сразу с кабинета, потому что это кощунственно. Они не хотят уходить, их вот это вот... Так, пробуем.